Проснулся вот я на границе. О, враги приехали. Дорогу едьте, крохоборы. Тут километр от границы, вот там граница, вот Белнефтехим заправочка. Выехал сюда и здесь на паузу стал. Сейчас будем завтракать. Сержа устно рассмотрю. Вот. Ну что, вот обещал показать. Вот он, вот она распечатка. Как тут лучше, наверное. В общем, вот что тут вписывается. Сверху вот я написал артикл 12/561/206/WE. Написал причину, граница ПЛ-БУ, переход. Ну, написал, нет стоянки, оформление. Чем больше вы тут пишете на этих распечатках, тем лучше. Можно расписать еще было, какая граница, что за граница. Ну, в общем, дата и время, когда я распечатал. Ну и приехал. Когда остановился, сделал еще вот вторую чистую. Не знаю, на ней вроде ничего писать не надо. 28 дней ее надо с собой будет повозить. Так что вот так. Ну, сейчас завтрак, чаек, бутербродики. Сколько я тут отстоял? 7:39. Еще час 20. И вперед домой. Как-то так. Чего эти черти сюда зарулили, было интересно. Жулики. Заехал, капнул на Газпроме немножко литров. Перед вами впереди это город Гродно. Дом сзади, Минск. А еду я вообще направо. На следующем повороте резко поверните направо. На следующем повороте резко поверните направо. Я думаю, догадаться несложно, чего я сюда еду. С Гродно до Щучина у нас Готовьтесь к правому повороту через 200 метров. платная дорога. А вот сюда, куда я сейчас поеду, этот участок можно На объехать. следующем повороте поверните направо. На Поэтому следующем повороте поверните направо. едем объезжать. Мы же славимся тем, что объезжаем все, что можно, и что нельзя тоже. Поэтому место спокойной езды по автобану. Сейчас будем вот козьими дорогами ездить. А там потом дальше получше будет. Это тут в районе Гродно она тут такая побитая. Там как по лесу поедешь, по деревням, там лучше. Такая специфика в нашей конторе. Блин, тут может налево надо. Я что-то вот не помню, если честно. Нет, по-моему, прямо. Или налево.
Я как-то ехал раз ночью, меня тут провели. Наверное, все-таки надо было налево. Здесь она меня на автобан выведет. Так, сейчас я подумаю, может мне разворачиваться надо будет. Короче, да, тут надо было налево. Там, вернее, на том перекрестке. Поэтому сейчас я здесь вот развернусь. Потому что здесь меня дорога выводит прямо на автобан обратно, я посмотрел. Что говорю, езжу тут редко, вот ехал один раз. Оттуда-то ехал как-то попал, и то я тут деревенскими дорогами какими-то гравийкой выбирался. А назад тоже как-то раз, давно уже тоже возвращался. И меня это провели тут ночью. Обдубаченного. Так я ни хрена и не помню. Да, надо туда направо, там в сторону озер. Проедьте 2 километра. Короче, как-то так вот. Ну ничего, скоро научусь. Чувствую, что мы здесь будем сюда теперь постоянно ходить. Это что-то Родноазот, что ли? Что за предприятие такое? Химическое. Вот, надо вот, да, на озера сюда вот направо входить, и потом там опять, по-моему, направо. Наверное, Гродно-Азот, по-моему. Готовьтесь к правому повороту. А, да, Через вот. 300 метров. Гродно-Азот написано. Направо. Вот этот. Большая такая контора. Используйте второй поворот направо. Затем на следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. Ну, вроде как, надеюсь, я правильно еду. Хотя, могу я ошибаться. Готовьтесь к первому повороту через 400 метров. А может и нет, может туда все-таки надо было. Что-то я совсем запутался. Через 100 метров поверните налево. Ну, тут ясно, что На налево. следующем повороте поверните налево. Потерялся? Проедьте 1,7 километра. А, ну вот, наверное, 1,7 это Озерское шоссе. Это, да, там, наверное, вот налево. А мне, ну, она показывает вернуть меня на хорошую дорогу. А мне там направо. Не помню, честное слово. Ночью ехали, я такой был в коматозе весь. Ну, в хорошем смысле, вернее, этого слова. Ой, потряхивает. Готовьтесь к первому повороту через 800 метров. Вот, а мне, наверное, направо. И все, и пошел.
100% утверждать не буду пока еще. А, ну да, вот, тир направо написано. Ну, то, что тир направо, это еще ни о чем не говорит. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Машенька, ну пора б уже привыкнуть, что не ездим мы хорошими дорогами. Вернее, мало ездим. Проедьте 4,4 километра. Ну, наверное. Сейчас указатель прочитаю. Тогда, возможно, 100% убежусь. Или убедюсь. Да, Воронова. Все правильно. Озера, Воронова, едем целый час просто. По Р-145. Поехали. Вот такой вот нашей белорусской глубинкой приходится пробираться. Болото слева, болото справа. Вот-то фрицы боялись наших лесов, партизан. В болото не залез тут. Партизаны по голове надают. Гоняли они их тут добро. Красиво. Люблю я свою природу. А вот уже и Щучинский район. Через 10 километров будем сворачивать в сторону Щучина. Такой хутор тут интересный. Не заснял, правда. Но, правда, никак всю весна не придет. Холодина стоит, 6 градусов тепла. 26 апреля уже. Ё-моё, я когда-то на 8 марта загорал. Помню. Чтоб в конце апреля такой дубар стоял. Что-то давно такого не было. Это Гродненская область, так если кому интересно. Как осенью. Такая вот сейчас ощущение. Уже листьев нету. Как будто. Сырость, серость. Так и хочется за грибами сходить. На ужин. Вот те апрель. Как-то весна в этом году заглянула на 2 дня и свинтила. Где-то, наверное, 12 месяцев вечерком пухнули. И апреля перепоили слегка. Отходняк никак поймать не может. Ему вообще наливать нельзя было.
Вот, ладно, крадемся потихоньку, помаленьку. Деревня Топилишки или Топилишки. И вот там вот я грузился палеткой вот на той пилораме. Готовьтесь к первому повороту через 700 метров. Сейчас машин не видно там. Сейчас уже буду выползать с объезда на М6. Правда, от этого сейчас намного легче мне не станет. Тут же автобан, конечно, закончится. И начнется стройка. Здесь Григорыч тоже двухполоску строит. Как построит от Минска до Гродно двухполоску платную. Так, тут же мы ее... На следующем повороте поверните налево. Даже интересно, как мы ее будем объезжать. На следующем повороте поверните Куда мы будем налево. ездить? Поживем, увидим. А направо это Щучин. Проедьте 210 километров. Ну, это уже загнуло, конечно. 200 всего лишь до МКАДа. Ну вот и сразу впереди начинается стройка. И тут она периодически километров на 150, наверное. Особо здесь не разгонишься. Вот аппарат стоит, а насколько же он тут фоткает, интересно. Еду 65. Сфоткает меня сзади или нет? Сейчас посмотрю. Не сфоткал. И вот такая вот хрень сейчас будет всю дорогу. Объезды. Газ, тормоз, газ, тормоз. Вот почему я сюда не люблю ездить. Будем пробираться как-то. Надо ж. Ну, а это мы уже возле Воложина. Что ты, взломилась газель? Сейчас уже стройка закончится. Сейчас будет весовая. Транспортники наши белорусские. Цалпан везе. Что тут казах забыл? Сейчас посмотрим. С кофем будут встречать. Или с дубиной. Ну и все, и дальше стройка уже заканчивается. Или это не Воложен? Не, Воложен уже. 64 километра до МКАДа, да, это уже Воложен.
Вот дает. Робится Арктек запчасти. Или это еще не здесь транспортники? И еще не здесь, еще дальше. Ну что значит, давно не ездил. Редко езжу, вернее. Замучился уже ехать. 83 километра, час 04 времени. Вот если бы не стройка и не объезд, то успеваешь. А так не хватает каких-нибудь 50 минут. Ну а лупить 90 тут по этой стройке, конечно, тоже. Если душить ее, разгонять, потом в тормоза бить, так расход будет сумасшедший. Поэтому лучше кофейку попью, кушаю, пока приедешь на базу, пока документы сдашь, получишь, пока до дома доберешься уже вечером. Целый день голодным не пойдет. За питанием в последнее время я стараюсь следить строго. Контролирую этот процесс. Вот, приближаюсь. Сейчас я к развязке, которая налево тут на Вильнюс, прямо на Минск. И здесь будет сейчас весовая. С инспекцией транспорту дорогого белорусской. Не работает ничего, тут у них уже не весы, ничего, потому что тут перекопали все на свете. Или у них не перекопали. Сейчас посмотрим. Датчики колейки, GPS-блокеры, навигаторы, магнити, закачка программ на навигаторы, автозарядные XNAVI, закачка фильмов и музыки, обмен флешек, готовые флешки с фильмами. Находимся в паркинг и весовой. Что тебе надо, старче? Здорово, казак! Здрасте! Снова идешь переход. С кузницы. Да. Я думал, с педагогии хотел посмотреть это самое. Что? Где работает написано. А, не, с кузницы. До свидания. Вот так вот должна транспортная приветствовать Алексея Николаевича. Ну и всех остальных тоже. А, приятно. Аж настроение мне поднял. Я думал, будет вынос мозга, а здесь вот, видите как. Повеселело. Настроение. Все, поехали где-нибудь. Можно было здесь, конечно, слева припарковаться. Надо что-нибудь справа где-нибудь стану. Покушать. В общем, до чего дошел прогресс?
просто невиданных чудес. 45 минут паузу пришлось сделать перед МКАДом. Все такого у меня не было никогда. Да посмотри, хотел возле заправки, здесь машины стоят. Пока еще предупреждаю, я до Щучина только потом пойду, я до самого рода не пойду. А, ну ясно, ну давай, пускай, сейчас. Вперед здесь тут знак, правда, стоит, стоянка запрещена, но хуйня, 5 минут можно. Тут одни турки на этой стоянке. Оккупировали здесь эту Роснефть. Ой, не Роснефть, Беларуснефть. Не хватало буквально, 10 минут мне, наверное, чтобы до базы дотянуть. Поэтому встал, отобедал. И рулю на базу. Сейчас приеду, машину кину и домой. А завтра продолжим наше путешествие. Завтра выруливаю на Алмату. Через минуточку он будет. Это одна из наших 4 ТЭЦ дымит в Минске. Ну, в общем, короче, до завтра. Завтра почешем дальше. Ну что, братцы, вот и покидаем мы дом родной, поедем во второй дом. Дома какая-то погода совсем хреновая. Второй день дождь. Вчера приехал дождь, сегодня дождь. Я пока по базе сегодня утром побегал, так по пояс вымазался. В общем, четверг, 3 часа дня. Держу путь на Алмату. Кто бы сказал, что 27 апреля на дворе. Холодина, 4 градуса всего.
совершенно не вдохновляет погода. Какая-то лень ехать куда-то так далеко. Ну, я думаю, сейчас в норму войдем в колею. И поедем и помчимся. Есть у меня желание приехать в Алмату во вторник, на 2 мая. Ну а вот как мое желание совпадет с моей возможностью, время покажет. Предупреждаю сразу один вопрос, который у многих сразу возникает. Я думаю, все догадались, какой. Сразу говорю, каюсь, грешен я. Что, все, покинули Минск. Добрый путь, как говорится. С Богом. Погнали. Здесь когда-то была бывшая платежка в Крупках. Ну, а я сейчас буду съезжать. 60 километров экономить. Все как всегда, у нас ничего не меняется. У нас только добавляется всякие ноу-хау. Уже сегодня я услышал, что в сторону Бреста будем что-то там объезжать. Куда только я не знаю еще пока. В сторону Бобров. Короче, в любом направлении. Ну, а тут сейчас 60 километров придется потерпеть. Как я уже говорил, цена вопроса 10 евро. Лишней десятки у меня нет. По-военному поедем, как требует начальство. Человек на рыбалку приехал. Я уже с этой работой забыл, как удочку в руках держать. Честное слово, как в эту фирму устроился, то так, наверное, на рыбалке больше и не буду. Надо искоренять эту традицию. Все ж никак. Не получается. То то, то это. Деньги надо, денег набраться.
Даже и не знаю. Тут, в принципе, дорога-то неплохая по этому объезду. Только что тут вот Крупки, Толочин. Через городишки эти надо проехать. И еще тут какая-то вот сейчас первая будет перед Крупками. Тоже село какое-то. А так-то, в принципе, здесь ехать можно. Естественно, это не автобан. Но вариантов два. Либо сюда, либо туда за деньги. Пока выбираем первым. Вот. Ай, хорош. Знак только вот где. Грешен, каюсь. А вот Крупский, да, потом Крупский Обратитесь к первому повороту через 800 и метров. Толочин. Дождь не перестает у нас, льет и льет. На следующем повороте поверните налево. Да На ошибаешься? следующем повороте поверните налево. Не, Машуня. Прямо поедем. Поедьте 12 километров. И тут ты не права. Ладно. А похер суточный тоже отсюда ездит. АПС. Сейчас будем заезжать в провинциальный белорусский городишко Толочин. Как этот городишко, так и примерно везде во всей Беларуси, в провинции живут люди. Ну, поля вспаханные. У нас везде вспаханные вроде как. С этой стороны тоже.
как сказали. Тут камера на въезде стоит. Камера внимательно. Спасибо, принял. Да, крупок чисто. Вот. Девчонки красивые ходят. О, и оператор. Кино снимает. Наверное, убирают уже. Интересно, разве можно точно такие камеры снимать? Там же какие-то погрешности у них должны быть. Ладно, этим вопросом зададимся как-нибудь в другой раз. Что у нас есть в Толочине? Вот крахмальный завод. Там справа. Промышленный сад какой-то. Слева. А так провинция, она, наверное, везде одинаковая. Речка тут разлилась. Дожди уже который день идут, не прекращаются. Вот есть церковь там стоит, красивая. Да, так, обычный провинциальный городишко. В войну здесь бои были серьезные в этих краях. Хозмир, стройматериалы. Вон какой двор интересный у человека. Всякие зайцы, кролики. Вот после Толочина тут сколько? Тут километров, наверное, 7-8 может. И опять на Минку выскочу. Я проспал. Тут сороковник знак, что ли, стоял. Ладно, не буду торопиться. Ну да, вон там впереди тоже сороковник. Так что вот как-то так живет белорусская провинция. Типа магазина какого-то, дискаунтера. И все. На этом Толочин заканчивается.
мы держим путь на Красную Горку. Традиционно на Россию заходим тудой. Дальше уже маршрут будет немножко другой, не так, как всегда. Орел, Брянск, Липецк, Тамбов. Сказали, дорого туда ездить. Дальше расход топлива, дороги. Поэтому нынче маршрут через Москву. Ну, не саму Москву, конечно, но Москву. Там по 108 югом обходим. И на М5. И пошли в сторону Пензы. Рязань, Пенза. Ну, Самара. И с Самары на Маштаков. В Казахстан будем заходить опять через Маштаков. Вот и Красная Горка. Что тут нас ждет интересного? Радар нас ждет здесь. Вот они тут знаков понаставили и он кино снимают. Транспортники тусуются тут. Мы будем рады предложить самохранение, вегетарианку, бесплатный душ, Wi-Fi, прачечная, а также по-домашнему приготовленные комплексные обеды. Каждая отъездная стоянка бесплатна. Работаем 24 часа. Комплекс Корона, 630 километров, трасса М1. Это вообще белтоловцы, которые дороги должны проверять. Макс, у тебя что, в прицепе квадратные колеса? А лезут? Тоже любители в таху лыч засунуть. Удалил колено квадратные колеса. Идет с полуприцепом. Сейчас, как обычно, заскочим к российским транспортникам, отметим учетный талончик. Наверное, надо что-нибудь перекусить тут на границе. Сходить денежку поменять. Ну все, как всегда, в общем. И дальше поедем. Поляк торопится. Такой поляк за рулем, как я, индеец. А не поляк. Казалось, польские номера. Прицеп вообще калининградский. Саня, ты что говоришь? Все, вот мы и в России. Черноворш обстановочку дайте. Машинка работает самой на повороте в Оршу.
Полтинничку тут не подскажешь? Полтинничку. Либо удачи. Ребят, подскажите, что написать сзади на распечатке? 15 минут переработки было. Сейчас уже поздно писать. Съезд до безопасного паркинга. Сразу надо было писать. А, так вот, примерно без артикула, просто так и записать, да? А вот здесь вот я и... Артикул там же можешь влепить там 561, что-то там, ну, там он, по-моему, Ч1,